Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, прежде всего, для меня большая честь, мне поручено, как представителю принимающей стороны агентства ТАСС, модерировать эту встречу. И мои первые слова благодарности к вам, Владимир Владимирович, что вы откликнулись на нашу просьбу. Кстати, это уже 9-я ваша встреча в таком формате. И надо сказать, что раз от разу интерес к этой встрече становится все большим и большим. Я помню, когда вы встречались в прошлом году, мне потом сказали коллеги из агентства Reuters, что они не помнят за последние годы, чтобы так много молний распространялось после какой-либо политической встречи. Ну, можете представить, какой интерес к этой встрече, потому что за этот год, который пролетел так вроде бы быстро, но столько всего произошло, что все вот наши коллеги просто рвались, и не всем удалось принять участие. Здесь представители 14 ведущих мировых агентств. И если позволите, мы тогда, наверное, сразу перейдем к вопросу ответа, потому что мы знаем, какой у вас был сегодня напряженный день, и поэтому... Да. Начнем. Да. Спасибо. Позвольте, я тут два слова скажу. Да, пожалуйста. Хочу вас всех поприветствовать. Спасибо большое за ваш интерес. Мы сейчас, по-моему, послушали небольшой, но очень хороший концерт, хорошего качества. Время уже позднее. Не будем, у нас хорошее настроение, не будем друг друга мучить. Позволим каждому из нас взять до второй октавы, как говорят специалисты, это для теноров очень хороший показатель. Позволим хорошо выступить друг другу. И пойдемте отдыхать. У вас еще будет много работы и завтра, и послезавтра. Ну, пожалуйста. Спасибо. Я первый хочу пригласить к микрофону нашу коллегу из Вьетнама, генерального директора вьетнамского информационного агентства Ву Кье Чан. Это выдающийся журналист, но достаточно сказать, что за 75 лет работы вьетнамского информационного агентства это первая женщина, которая возглавила это агентство. Она пользуется огромным авторитетом во Вьетнаме, как журналист с огромным опытом, профессионал высшего класса. Поэтому, госпожа Ву, вам слово. Пожалуйста. Thank you. First of all, I would like to express our sincere thanks for TASS New Agency for arranging this very special interview with Mr. President, Mr. Vladimir Putin. And thank you for your time. Да, спасибо большое за ваш вопрос. В своем приветственном слове 18-му Петербургскому международному экономическому форуму я бы хотела узнать, какая повестка дня инициатив, способных изменить мир к лучшему. Могли бы вы подробнее рассказать о тех инициативах и видении, которые Россия продвигает с целью построения мирного и устойчивого развивающегося мира? И какую роль в этой повестке играет сотрудничество с Россией, с Азией в целом и с Юго-Восточной Азией, включая Вьетнам в частности? Спасибо. Официально у нас повестка дня заявлена, она всем хорошо известна, наверное, нет необходимости повторять, но мы не ставим перед собой столь амбициозные цели, чтобы в ходе этой работы повлиять на какую-то мировую повестку и что-то поменять. Нет, она же проводится этот форум давно, действительно уже. С 90-х годов он постепенно начал расти, приобретать все большую и большую популярность. И как раз в силу того, о чем сказал господин Гусман, а именно, что к нам приезжает все больше и больше наших партнеров, и сам факт общения между собой, сам факт подписания достаточно большого количества соглашений, договоров, всяких протоколов и так далее. Вот, собственно говоря, основная цель работы. С тем, чтобы создавать в современных, прямо скажем, непростых условиях, наверное, нет необходимости перечислять, почему они такие непростые сегодня, и конфликты вооруженные, и по сути, торговые войны и так далее, и так далее. Все это создает сложности для развития мировой торговли. А есть все основания полагать, что прогнозы
которые говорят о том, что мировая торговля будет замедляться, они имеют под собой определенные основания. Вот цель, если абстрагироваться от формально заявленной значит, повестки, цель как раз заключается в том, чтобы вместе поискать пути преодоления этих сложностей. И так или иначе, вот таким образом, опосредованным образом повлиять на ситуацию в мировой экономике. И с учетом того, что на форуме будут представлены коллеги из многих стран, которые занимают ведущие позиции в сфере экономики и прежде всего по объему экономики, по своему влиянию на процессы в мировой экономике, мы рассчитываем, что это будет позитивным образом влиять на эти процессы. Сейчас, наверное, тоже нет необходимости вдаваться, что мы выступаем за справедливый миропорядок, за то, чтобы правила Международной торговой организации соблюдались, а не менялись в силу политической конъюнктуры от одного месяца к другому. Мы выступаем против всяких всевозможных торговых войн, значит, ограничений и так далее. Что касается нашего сотрудничества с Юго-Восточной Азией, то оно развивается и развивается поступательно из года в год. Объемы товарооборота растут. Я сейчас не буду приводить абсолютные цифры, чтобы не ошибиться, но это точно, это абсолютно достоверные факты, растут постоянно. И это касается всех стран региона, это касается и Вьетнама. Что касается региона в целом, я сейчас про Вьетнам скажу отдельно, что касается региона в целом, то мы считаем его чрезвычайно перспективным. Потому что доля стран Юго-Восточной Азии в общей мировой экономике и темпы роста, они превышают общемировые, и мы считаем, что это очень перспективные для нас партнеры. Что касается Вьетнама, то у нас особые отношения с Вьетнамом. Все это хорошо знают, начиная там с 50-х, 60-х годов, особенно в период борьбы Вьетнама и вьетнамского народа за свою независимость. Но с тех пор, что называется, много воды утекло, мир изменился, и наши страны изменились. А вот отношения дружбы, сотрудничества, они сохраняются. У нас много хороших проектов, я уже не говорю про известный тропический центр, так и про энергетику, где мы работаем и на территории Вьетнама, и на территории Российской Федерации совместно. И готовы расширять это сотрудничество, в том числе предоставляя нашим вьетнамским друзьям возможность работать на территории Российской Федерации в области углеводородов. Но не только. Мы работаем в области сельского хозяйства, и, может быть, кому-то покажется странным и необычным, но вьетнамские бизнес-структуры инвестируют в сельское хозяйство в Российской Федерации приличные суммы, которые измеряются миллиардами долларов. И функционируют очень успешно на протяжении последних лет. Ну, коллега наверняка знает, о чем я говорю, про эти инвестиции. Мы будем и дальше создавать все условия для того, чтобы предприниматели из Вьетнама чувствовали себя уверенно. У нас очень хороший задел, связанный с гуманитарной составляющей. И прежде всего, конечно, речь идет о подготовке кадров. И на сегодняшний день у нас достаточно много, несколько тысяч обучается вьетнамских студентов по разным направлениям, и в высших учебных заведениях, и в средних. И мы всячески будем поддерживать вот этот процесс, имея в виду, что это выгодно не только вьетнамской стороне, но и нам, потому что мы, безусловно, создаем очень хорошую человеческую базу для развития отношений по всем направлениям. Вот я когда был в Вьетнаме последний раз, мы, если вы обратили, наверное, внимание, я встречался, и все мы, моя делегация российская, встречалась с выпускниками российских вузов. Ну, мы как будто на родину вернулись, понимаете, как будто я был в Москве или в Петербурге. Очень доброжелательная атмосфера, дружеская и большая заинтересованность у всех этих людей. И готовность, желание работать совместно, и главное, возможности у них
возрастают. Последний визит генерального секретаря Центрального комитета Компартии Вьетнама в Россию только подтвердил, что все наши планы, которые мы строим с вьетнамскими друзьями, они абсолютно реалистичны и выполняемы. И уверен, что мы будем достигать поставленных целей. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Мы еще останемся в азиатском регионе. Я, не скрою, с особым чувством хочу предоставить слово нашему большому другу, генеральному директору китайского агентства Синьхуа, вот прямо рядом с вами, товарищ Фухуа. Он, кроме журналистики, кроме того, что он член ЦК Компартии Китая, он специалист по истории китайской Компартии, доктор юридических наук. В прошлом году у нас был он на саммите, медиа-саммите БРИКС. И мы вообще с агентством Синьхуа очень долгие и надежные партнеры. Товарищ Фухуа, пожалуйста. Благодарю, что предоставили возможность задать вопрос. Вы очень давний и хороший друг китайского народа. В прошлый раз вы дали возможность выступить журналистам агентства Синьхуа. Это дало нам очень большую возможность. Благодарим за это. И сейчас вопрос, который хотели мы вас задать. В последние годы российско-китайские отношения, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия демонстрируют устойчивое развитие и приносят весомые плоды в области укрепления политического доверия. Как вы считаете, российско-китайские отношения в каких новых сферах сотрудничества могут углублять взаимодействие? В прошлом году во время интервью агентства Синьхуа вы привлекли интерес детей, сказали про интерес родных к изучению китайского языка. Хотели бы уточнить, на каком этапе сейчас, какую значимую роль, на ваш взгляд, играет народная дипломатия и укрепление фундамента российско-китайских отношений. Вы знаете, когда я говорил о том, что некоторые мои близкие люди, родные, изучают китайский язык, но я упомянул сказал про свою внучку, у которой воспитательница из Пекина, и она с ней свободно говорит на китайском языке. Свободно. Вот. Но дочка моя, да, еще в начале 2000-х годов до всех вот этих значимых и известных событий она начала инициативно изучать китайский язык. Просто потому, что ей так хотелось. Взяла преподавателя и изучала. Но толкнувшись от этого, я могу сказать, что интерес к китайскому языку растет в России. И связано это, здесь нет ничего удивительного. И здесь нет ничего, что отличало бы в данном случае российско-китайские отношения от любых других отношений нашей страны с другими странами в случае расширения объема контактов и экономической активности. Вот как только экономическая активность возрастает, сразу появляется необходимость в специалисты, которые владеют когда-то английским языком, когда-то немецким, когда-то еще в XIX веке французский был, он до сих пор считается языком дипломатического общения. Но где, к сожалению, для французского языка, где его универсальность? Это все заменено английским языком. Вот, значит, по поводу роста контактов во всех сферах, как я уже сказал, все это вызывает к жизни изучение языка. Вот сегодня у нас продолжается обмен студентами, например.
У нас 51 тысяча китайских студентов учатся в России, 21 тысяча, 25 примерно российских молодых людей учатся в Китае. У нас между университетами налажены прямые контакты, между Московским университетом, университетами в Китайской Народной Республике. У нас много контактов в области гуманитарных отношений и культуры. Вот мы проводим регулярно тематические годы Китая в России, России в Китае. И если мне память не изменяет, мы эти тематические годы начали как раз с года китайского языка в России и с года русского языка в Китае. Не случайно. Я думаю, что это мы сделали очень правильно, поскольку это сразу подтолкнуло интерес обоих народов друг к другу. Послушайте, 240 миллиардов долларов – это прилично. Да, у Китая там с Европой побольше, со Штатами побольше. Но Россия становится очень таким заметным партнером для Китайской Народной Республики в области экономики. У нас одних только проектов, инвестпроектов с обеих сторон запланировано на 200 миллиардов долларов. И они все реалистичны, они все будут реализованы. У меня и сомнений нет никаких. Ну, конечно, нужны специалисты в области русского, с одной стороны, и китайского, с другой стороны, языка. Ну, конечно, а как же? Так и будет, понимаете? Имея в виду, что Китай по объему покупательной способности, по паритету покупательной способности сейчас первая экономика в мире, а Россия заняла 4-е место, то, в принципе, у нас это будет нарастать. И повторяю, это, я и в прошлом году это говорил, это не связано с каким-то разворотом России туда, в сторону Азии. Нет, это естественное направление взаимодействия. Почему? Ну, объемы экономики растут. Вот и все. И мы этот тренд заметили еще в начале 2000-х годов, если не в конце 90-х. И тогда уже ведь начали выстраивать отношения с Китаем. Не вчера. Вот в чем дело. Это не конъюнктурное дело. Все это происходит в значительной степени, должен сказать прямо, и чего здесь, в значительной степени происходит за счет роста объемов и качества китайской экономики, ну и, надеюсь, и роста объема и качества российской экономики. Может быть, мы об этом еще поговорим. А здесь какие приоритеты у нас возникают? Ну, конечно, это финансовая сфера. Нам нужно обеспечить, безусловно, надежные финансовые потоки, обеспечивающие растущие объемы товарообмена, товарооборот, 240 миллиардов, прилично. Нам нужно больше сосредоточить внимание на высокотехнологичных сферах. И здесь, конечно, я надеюсь, и нашим китайским друзьям будет на что посмотреть и чем заинтересоваться в России. Мы уже несколько лет сейчас уже начали подходить и к реализации проекта, допустим, тяжелого вертолета. Ну, вот Россия, безусловно, и лидер. Ни одна другая страна мира тяжелых вертолетов не делает. ООН пользуется нашими вертолетами. Ну, они по 20 тонн, что ли, перевозят. Китай заинтересовался, особенно после трагических событий, связанных с стихийными бедствиями. Есть другие направления. И космос, и самолетостроение. Но что нас, честно говоря, порадовало, я скажу вам откровенно. Во-первых, удивило и порадовало. Это когда китайцы добились таких просто показательных, выдающихся результатов в области развития искусственного интеллекта. Ну, это просто в 10 раз дешевле получилось, чем у конкурентов, и в 10 раз эффективнее результат, которого добились наши китайские друзья. А генетика, понимаете, это направление, которое чрезвычайно важно, и биология чрезвычайно важно и в медицине, и в экономике, что интересно. И не в последнюю очередь, у нас развивается и военно-техническое сотрудничество, и военное, и, безусловно, это чрезвычайно важно для того, чтобы гарантировать стабильность в мировых делах.
У нас целый план сотрудничества по этому направлению, и Министерство обороны имеет свои планы взаимодействия. Мы регулярно проводим учения, и будем проводить и в этом году, и в военно-технической сфере сотрудничаем. Мы знаем пожелания наших китайских друзей. Речь идет не просто о купле-продаже, а речь идет об обмене технологиями. Мы к этому готовы и будем работать по всем этим направлениям. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Ну, тогда мы плавно переходим в Европу. И я хочу предоставить слово представителю страны, которая вам очень хорошо известна, это, конечно, Германия. Здесь с нами находится руководитель новостной службы агентства ДПА. Новостная служба – это сердце любого агентства. А наш друг Мартин Романович, он уже второй раз на нашей встрече был в прошлом году. Он прошел все стадии своим агентством, и спортивную редакцию возглавлял, и экономическую редакцию, и международную. Вот сейчас стоит служба новостей. Мартин. А когда вы занимались спортом, вы чему больше всего уделяли внимание? Какому виду спорта? Прежде всего футбол. Господин президент, большое спасибо за приглашение, за возможность быть здесь. Добрый вечер, господин президент. Новый федеральный канцлер Фридрих Мерц недавно сказал, что он мог бы представить себе возможность проведения телефонных переговоров с вами. Как вы считаете, было ли бы это полезным? Хотели бы вы иметь контакты с новым федеральным канцлером? И полагаете ли вы, что Фридрих Мерц мог бы быть более успешным посредником между Россией и Украиной, чем Дональд Трамп? Большое спасибо. Если господин федеральный канцлер хочет позвонить и переговорить, я уже много раз об этом говорил, мы не отказываемся ни от каких контактов, и мы всегда к этому открыты. И там года полтора назад, когда два, такие разговоры с канцлером Шольцем и с другими лидерами Европы, они носили регулярный характер. Ну, в какой-то момент, когда наши европейские партнеры задумали нанести нам поражение стратегического характера на поле боя, и они сами прекратили эти контакты. Они прекратили, пожалуйста, они пускай возобновляют. Мы открыты, я много раз об этом сказал. Может ли Германия внести больший вклад, чем Соединенные Штаты в качестве посредника в наши переговоры с Украиной? Я сомневаюсь. Посредник должен быть нейтральным. А когда мы видим на поле боя немецкие танки, леопарды, так, а сейчас мы разговариваем и смотрим на то, что Федеративная Республика раздумывает поставлять таурусы для атак на российскую территорию с применением не только самой техники, но с использованием офицеров бундесвера. Вот это, конечно, возникают большие вопросы. Всем хорошо известно, что это, если это произойдет, это не повлияет на ход боевых действий. Это исключено. Но отношения наши совсем испортят. Поэтому мы рассматриваем на сегодняшний день Федеративную Республику, так же, как многие другие европейские страны, не как нейтральное государство, а как сторону, поддерживающую Украину. А в некоторых случаях, пожалуй, как соучастников этих боевых действий. Но, тем не менее, если речь идет о желании поговорить на эту тему, представить какие-то идеи на этот счет, повторяю еще раз, мы к этому всегда готовы, открыты, пожалуйста. Спасибо, Владимир Владимирович. Мы остаемся в Европе. Агентство Рейтер не нуждается в особом представлении. Представители агентства Рейтер участвовали практически во всех этих встречах, которые вы проводили. Сегодня с нами ответственный редактор информационного агентства Рейтер Саймон Робинсон. Он, вообще-то говоря, родился в Австралии, но работал во всем мире. И на Ближнем Востоке, и в Соединенных Штатах, и в Африке. Он впервые на нашей здесь встрече, но у него есть какие-то к вам вопросы. Саймон, you're welcome. Спасибо, господин президент. У меня вопрос по Ирану.
Премьер-министр Нетаньяху заявил, что нападение Израиля на Иран может привести к смене режима. Дональд Трамп призвал к безусловной капитуляции Ирана. Вы согласны с премьер-министром и с президентом? Я не очень понимаю ваш вопрос. Я согласен с чем? С чем вы хотите, чтобы я был согласен или нет? Они заявили то-то и то-то. А потом вы спросили, а вы с этим согласны? С чем? Вы согласны с их оценками, что это может привести к смене режима и что Иран должен готовиться к безусловной капитуляции? Как вы знаете, Россия и я лично в контакте и с премьер-министром Израиля, и по этому вопросу в контакте с президентом Трампом. Всегда нужно смотреть, цель достигается или нет при начале чего-то. Мы видим, что на сегодняшний день в Иране, при всей сложности происходящих там внутриполитических процессов, мы об этом знаем, и, я думаю, нет смысла углубляться, но все-таки происходит консолидация общества вокруг политического руководства страны. Ну, это почти всегда и везде так происходит, и Иран не исключение. Это первое. Второе, что очень важно, об этом все говорят, я только повторю то, что мы знаем и слышим со всех сторон. Вот эти подземные заводы, они существуют, ничего с ними не произошло. И в этой связи, мне кажется, было бы правильным всем вместе поискать пути прекращения боевых действий и найти способы договориться всем участникам этого конфликта друг с другом с тем, чтобы обеспечить как интересы Ирана, с одной стороны, на его атомную деятельность, в том числе мирную атомную деятельность, разумеется, имею в виду и мирную атомную энергетику, и мирный атом в других сферах, так и обеспечить интересы Израиля с точки зрения безусловной безопасности еврейского государства. Это тонкий вопрос. И, конечно, нужно здесь быть очень аккуратным. Но, на мой взгляд, в целом такое решение может быть найдено. Мы, как вы знаете, в свое время подхватили проект в Иране, который осуществлялся немецкими компаниями, и достроили атомную электростанцию Бушер. Там сейчас работает, германские компании ушли, иранцы нас попросили продолжить. Это было сложно, потому что то, что делали немецкие специалисты, это был их дизайн, и Росатому пришлось приложить немало усилий, чтобы адаптировать это все под блок российского дизайна. Но, тем не менее, мы это сделали. И этот блок работает успешно. Мы заключили контракт на строительство еще 2 блоков. Работы идут, и наши специалисты находятся на площадке. Это свыше 200 человек. И мы договорились с руководством Израиля, что будет обеспечена их безопасность. В целом, мне кажется, что, имея в виду планы Ирана продолжить использование, развитие мирного атома, имеется в виду и в области сельского хозяйства, это применимо, в области медицины и так далее. Но это не атомная энергетика. И в атомной энергетике мы могли бы вместе с Ираном, почему я так думаю? Потому что уровень доверия достаточно высокий между нашими странами. У нас очень добрые отношения с Ираном.
мы могли бы продолжить эту работу и обеспечить их интересы в этой сфере. Я сейчас не буду вдаваться в детали, их много. И все эти детали нами обсуждались как с израильской стороной, как с американской, так мы определенные сигналы подали и иранским нашим друзьям. И в целом можно обеспечить интересы Ирана в области мирной атомной энергетики. И в то же время выйти на снятие озабоченности со стороны Израиля в отношении своей безопасности. Такие варианты, на мой взгляд, есть. Мы их изложили, повторяю, нашим партнерам, всем и США, и Израилю, и до Ирана довели эти все. Ну, мы ничего никому не навязываем, мы просто говорим о том, как мы видим возможный выход из ситуации. Но решение, конечно же, за политическим руководством всех этих стран, прежде всего Ирана и Израиль. Спасибо, Владимир Владимирович. В этом году, как вы знаете, исполнилось 75 лет дипломатических отношений России и Индонезии. Президент Индонезии прибыл в Санкт-Петербург для участия в экономическом форуме. Так, наверное, завтра, послезавтра вы с ним встречаетесь. А вот генеральный директор индонезийского агентства опередил своего президента и уже имеет возможность сегодня с вами встретиться. Поэтому предоставим ему слово. Пожалуйста. Terima kasih yang mulia kepada Presiden Putin. Hari ini kami sangat berbangga mendapat kehormatan bertemu dengan Presiden. Сегодня мы очень гордимся тем, что мы будем свидетелями визита президента Прабо в России. И мы также хотим привнести большой вклад в работу Санкт-Петербургского экономического форума международного. Мы видим, что президент Прабо, наш президент, у него есть особая близость с Россией. Он до того, как его назначили, он уже встретился с вами, господин президент Владимир Владимирович. И мы видим это как очень важный официальный повод для наших стран. И есть еще один вопрос. Есть вопрос, какой приоритет у Владимира Владимировича в отношении Индонезии в времена, когда наши связи, взаимосвязанность, наши отношения с Россией празднуют юбилей в 75 лет. И сейчас мы уже вносим инвестиции, у нас есть взаимодействие в рамках туризма, в военной сфере, взаимодействие в торговле, потому что мы, Индонезия, сейчас старается привлечь инвестиции, особенно из больших стран, где у Индонезии есть специальные программы в сфере никеля, добычи никеля, производства продукции, которая станет источником, который станет Индонезия. Это самое первое. Во-вторых, мы хотим знать сейчас, какой же вклад Россия может внести для того, чтобы улучшить ситуацию, связанную с неопределенностью в экономике мира. И сейчас мы также ситуация, связанная с осью в Китае, осью в США, есть ось также в других больших странах мира. И я думаю, что в будущем в Азии также будет необходимость, чтобы наконец получить какую-то определенность в сфере экономики, конечно же, включая в Индонезии, у которой есть очень большой потенциал с точки зрения населения,
Индонезия, его рабочей силы и геополитической позиции на международной арене. Вы абсолютно правильно определили отношения с президентом, отношения России и Индонезии и наши отношения с президентом Индонезии. Действительно счел возможным еще после выборов, но до инаугурации, приехать в Москву с визитом. И мы это очень высоко оценили. Это действительно очень хороший знак того, что Индонезия при действующем президенте настроена на всестороннее развитие наших связей. Но что сказать, Индонезия развивается очень быстрыми темпами. Очень быстрыми. Она превращается в одну из крупнейших стран мира. Сколько сейчас в Индонезии? Почти 300 миллионов, 297 миллионов человек, да, у вас? Сколько сейчас? Ya, memang Indonesia Да, конечно, Индонезия готова. Да. Я спросил, сколько населения сейчас в Индонезии? Почти 300 миллионов, да? 2.800.000. 280 миллионов человек. 289 миллионов человек. Вы представляете, 280 миллионов человек. Вот, значит, многие европейские страны, даже мы в России, мы все такие, все считают себя великими державами. Но задумайтесь об этом. Вот Индонезия, 280 миллионов человек. И постоянно растет. Быстро. Вы понимаете, что происходит? Мир капитально меняется. Кардинальным образом. Просто. И дело ведь не только в количестве народа населения. Дело в том, что все эти страны и экономики этих стран, они достаточно быстрыми темпами преображаются. Меняется структура экономики этих стран, растет совокупный ВВП, темпы роста экономики растут, повышается уровень образования населения. И все эти страны, безусловно, будут бороться за то, чтобы достигать такого хорошего уровня доходов населения. Это неизбежно повлечет за собой целый комплекс мероприятий, которые эти страны будут проводить в сфере своей экономики, науки и образования. Они выходят на очень серьезные, мощные позиции в мире и в мировой экономике. Мы именно так и относимся к Индонезии. Тем более, что у нас очень добрые, десятилетиями сложившиеся очень дружеские, хорошие, доверительные отношения друг с другом. И, конечно, есть традиционные сферы нашего сотрудничества, и мы будем их поддерживать. Но мы, безусловно, будем стремиться к тому, чтобы диверсифицировать наши связи. Я думаю, что уровень товарооборота точно сегодня не соответствует нашим возможностям. И мы, безусловно, завтра у нас такая обстоятельная будет беседа с президентом Индонезии. Мы по всем направлениям, которые считаем приоритетными, мы обязательно с ним поговорим. Мне не хочется забегать вперед, потому что вот он уже приехал, и мы сейчас завтра с ним с утра увидимся, практически проведем несколько часов вместе и будем об этом подробно говорить. Но вы упомянули некоторых проблем. Проблемы между Соединенными Штатами и Китайской Народной Республикой в области тарифов, так, и торговых отношений. Ну да, есть у Китайской Народной Республики превышение в области товарооборота. И, наверное, и нужно стремиться к тому, чтобы сбалансировать это. Но я согласен здесь с нашими китайскими друзьями. Надо делать это спокойно в ходе переговорного процесса. И точно, совершенно можно добиваться нужного результата. Я нисколько не сомневаюсь, что и Соединенные Штаты, конечно же, к этому в конце концов придут. И то, что делает администрация
действующая администрация, да, планка-то переговорного процесса завышается, но потом все же приходит фактически, переходит в область переговоров и к поиску взаимоприемлемых решений. Я думаю, что так будет и по другим направлениям. Но вот председатель КНР, он в свое время предложил известную стратегию «Один пояс, один путь». Она связана с тем, чтобы создавать условия для взаимодействия со всеми соседними странами, и даже не с близкими соседями, а соседями, так сказать, по подходам, что называется, к развитию торгово-экономических связей. И получается. Вы понимаете, это реально получается. И Индонезия начинает работать в рамках БРИКС. Начинает работать достаточно, так сказать, уверенно. Мы всячески будем способствовать тому, чтобы Индонезия вливалась в семью БРИКС, получала необходимые дивиденды от этой совместной работы, чувствовала бы, что семья БРИКС и правила, которые в БРИКС изложены, благотворно влияют на развитие экономики вашей страны. Ну, а страна БРИКС, в том числе и Россия, конечно, заинтересована в том, чтобы наращивать отношения с Индонезией по тем направлениям, которые являются приоритетными для вас. И это, опять же, и прежде всего, это высокие технологии. Нам есть что предложить нашим партнерам из Индонезии. И уверен, что и индонезийцы тоже в состоянии будут предложить нам свои интересные идеи. Завтра мы с президентом подробно во всем этом поговорим. Спасибо. Владимир Владимирович, знаете, у нас многие годы очень близкие, тесные партнерские связи с нашими друзьями из казахстанских СМИ. И они на постоянной основе, мы постоянно общаемся. Некоторое время назад уважаемый президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев создал большой телерадиокомплекс, куда вошло в том числе и информационное агентство, которое Казинформ со своими связями. Вот наш друг и коллега, вот здесь с нами сегодня находится, Оскар Джалдинов, он возглавлял Казинформ, а сейчас он заместитель директора телерадиокомплекса, но продолжает руководить информационной работой. Вот он из того края, так что я хочу представить ему слово. Владимир Владимирович, спасибо за приглашение. У меня вопрос такой. Экономическое сотрудничество между Казахстаном и Россией сохраняет позитивную динамику. Что, по вашему мнению, могут сделать наши страны для того, чтобы стимулировать дальнейшее развитие торгово-экономических связей, особенно на фоне глобальных вызовов? Вы знаете, у нас с Казахстаном особые отношения, это очевидно, все хорошо понимают, это у нас союзнические отношения в самом прямом смысле этого слова. Ну и наша история нахождения, пребывания в составе единого государства, огромное количество связей на межличностном, гуманитарном уровне между людьми. Это имеет огромное значение. Ну, Казахстан является и членом ОДКБ, нашей оборонительной структуры, и членом экономического объединения. Мы сотрудничаем с Казахстаном и в рамках ШОС и других организаций. Это все имеет очень большое значение, потому что создает условия для развития взаимодействия по самым важным для нас направлениям. Ну, я уж сейчас скажу, должен сказать про энергетику. Да, она у нас всегда была одним из таких серьезных направлений. Вы знаете, что мы начали поставлять, что мы сейчас думаем над тем, чтобы расширить свои поставки, значит, энергоносителей, газа, потому что, ну, хорошо известно, что в Советском Союзе газовые структуры были построены таким образом, что часть энергоресурсов поступала из России в Казахстан, и там не было построено своих инфраструктурных объектов. Там, ну, нет у вас трубопроводной системы и так далее.
традиционно поставлялось из России. Ну, в рамках единого государства делали так, так мы продолжаем это делать. Но сейчас мы обсуждаем с президентом Казахстана возможность расширения этого сотрудничества в области энергетики. Мы думаем о том, как вместе выходить на рынки третьих стран. Мы думаем о том, как нам организовать логистические маршруты по поставкам казахстанской нефти. Ну, вы знаете, что основной объем казахстанской нефти, идущий на экспорт, идет через Российскую Федерацию. Основной. Да, это через систему КТК, Каспийский трубопроводный консорциум, и по другим каналам тоже. Но это чуть ли не вся нефть Казахстана на экспорт идет через Россию. Вот. Но мы понимаем, что Казахстан заинтересован в диверсификации, и мы готовы содействовать этому, помогать и так далее. Мы в Европе работаем, вместе работали до сих пор, во всяком случае. У нас продолжается работа в космосе. И не только это касается использования космодрома Байконур, это касается развития спутниковых группировок, это касается исследования в области космоса совместного. У нас сейчас мы обслуживаем наш товарооборот, который постоянно растет, почти на 95% в национальных валютах. И это очень хороший показатель, который дает нам возможность не замедлять и рост товарооборота в связи с трудностями, связанными с проводкой денежных средств и взаимных денежных потоков за товары и услуги. Я уже не говорю про систему наших отношений тоже в гуманитарной сфере, в области образования. Она очень активно развивается. И да, и я, безусловно, рассчитываю на то, что все так и будет. Касым Жомарт Кемелевич — человек, который прекрасно понимает, какое значение для Казахстана имеет развитие отношений с Россией, и мы этим очень дорожим, отвечаем и будем отвечать тем же. Ну и, наконец, в области правоохранительной деятельности мы работаем вместе над купированием всяких угроз, исходящих от организованной преступности, от терроризма. Это считаем очень важным. И упомянул уже, что мы являемся членами оборонительной организации ОДКБ. Здесь наше Министерство обороны сотрудничает на постоянной основе, очень эффективно работают. Я хочу подчеркнуть, что эта деятельность ни в коем случае никогда не была направлена и сегодня не направлена против третьих государств. Речь идет только об обеспечении безопасности в регионе нашей ответственности. Имея в виду, что у нас много таких факторов, которые вызывают обеспокоенность, в том числе, допустим, ситуация в Афганистане. Как бы у Казахстана нет общей границы, но да, у других стран есть. И мы знаем о фактах проникновения в прежние годы терробразований в эти соседние с нами и с вами государства. Ну и в конце концов у нас самая протяженная в мире государственная граница между Россией и Казахстаном, самая протяженная в мире сухопутная граница. Это тоже кое-что значит, имеет для нас значение. Мы будем развивать отношения и в этой связи тоже. Поэтому хочу еще раз подчеркнуть, Казахстан для нас, безусловно, одно из самых близких нам государств. Это наш союзник. Я не вижу никаких осложняющих моментов развития наших отношений, вообще никаких. Будем искать все новые и новые направления взаимодействия. Ну, вы наверняка знаете, мы регулярно встречаемся и с Касым Жомарт Кемелевичем. Он к нам приезжает. Я езжу в Казахстан с большим удовольствием. И по линии правительства, по линии Министерства иностранных дел постоянно в нон-стоп режиме идут консультации и взаимодействия. Спасибо большое.
Спасибо, Владимир Владимирович. Вот по правую руку от меня сидит уже знакомый вам наш дорогой коллега и друг из испанского агентства ЭФИ, Мануэль Санс Минготе, который в Испании знает не только как замечательного журналиста, но как и специалиста в истории, философии, он вообще очень такой популярный лектор. Поэтому я хочу попросить его задать вам вопрос, он давно этого ждет. Пожалуйста. В первую очередь, я хотел бы присоединиться к коллегам и выразить благодарность за то, что имею возможность присутствовать здесь, где вы напрямую слушаете информационное агентство, и поблагодарить агентство ТАСС за гостеприимство. Как вы знаете, через несколько дней состоится саммит НАТО, на который приедут государства, и одной из тем, которую они будут обсуждать, заключается в том, что Европа думает о перевооружении и планирует тратить больше на военные расходы. И мой вопрос очень прямой. Если у вас будет возможность поговорить или выступить перед этими членами этой структуры, что бы вы им сказали, каково ваше послание и в чем заключается задача, и считаете ли вы такое перевооружение НАТО угрозой для России? Мы не считаем какое бы то ни было перевооружение НАТО угрозой для Российской Федерации, потому что мы самодостаточны с точки зрения обеспечения своей безопасности. И мы постоянно совершенствуем наши вооруженные силы и наши оборонительные возможности. Чего бы НАТО ни делало, конечно, это создает определенные угрозы, но мы купируем все эти угрозы, которые будут возникать. Здесь нет никаких сомнений. В этом смысле любые перевооружения и увеличение бюджетов до 5% от ВВП стран НАТО не имеют никакого смысла. Это первое. Второе. Вы знаете, на протяжении веков, к сожалению, это так, я могу это с полным основанием утверждать, просто на протяжении веков. На Западе все время, не все время, а время от времени, но на протяжении длительного времени, все время возникал вопрос об угрозе со стороны России. Так удобно западным элитам было выстраивать внутреннюю свою политику. Потому что на базе мнимой угрозы с Востока все время можно было выколачивать деньги из налогоплательщиков и все время объяснять собственные ошибки в области экономики угрозой с Востока. Вот если вы посмотрите, мы с вами посмотрим, полистаем исторические книжки, мы придем к выводу, что так время от времени всегда эта тема поднималась. Значит, понятно, что сегодняшний кризис отношений между Россией и Западной Европой, он начался как бы с 2014 года. Но ведь проблема не в том, что Россия как бы присоединила Крым, а проблема в том, что западные страны способствовали госперевороту на Украине. Понимаете, мы все время раньше слышали, надо жить по правилам, по правилам. По каким правилам? Ну какое же это правило, когда 3 государства, Франция, Германия, Польша, приехали в Киев и как гаранты подписали бумагу договоренности между оппозицией и властями во главе с президентом Януковичем. Ну подписали же 3 государства, министры иностранных дел. Вот на меня коллега из ФРГ смотрит, господин Штайнмайер, он тогда был министром иностранных дел. Он стоит подпись его. Значит, а через несколько дней совершила оппозиция госпереворот. И никто даже не чихнул, как будто ничего не происходило, понимаете? А потом мы слышим, надо жить по правилам. По каким таким правилам? Чего вы придумываете? Правила вы пишете для других, а сами ничего не собираетесь соблюдать, что ли? Ну кто же так будет жить? По каким правилам?
Вот. Вот с этого начался кризис. Не потому, что Россия с позиции силы действовала. Нет, с позиции силы начали действовать те люди, которыми мы до недавнего времени партнерами называли. А бывший зам госсекретаря, госпожа Нуланд, по-моему, прямо сказала: мы истратили 5 миллиардов долларов, ну что же мы теперь уходить оттуда не собираемся. На переворот истратили 5 миллиардов долларов. Ничего себе, откровения такие. Здрасте, приехали. Вот наши западные партнеры действовали всегда после распада Советского Союза, как минимум, с позиции силы. Понятно почему, я об этом и писал. Потому что миропорядок после Второй мировой войны основывался на балансе сил между победителями. А теперь одного из победителей не стало, Советский Союз развалился. Ну и все, начали переписывать западники под себя все эти правила. Какие правила? Вот после этого начались события, после Крыма, начались события на юго-востоке Украины. Ну, что сделали? На юго-востоке не признали этот переворот люди. Вместо того, чтобы с ними договариваться, против них начали применять армию. Да. Но мы смотрели на это, пытались достичь договоренности. 8 лет, вы понимаете? Ну, это же не 5 дней. 8 лет пытались договориться между киевскими властями, первичным источником власти которых является госпереворот, и юго-востоком тогдашним юго-востоком Украины, то есть Донбассом. Но в конце концов нынешние власти заявили: нас ничего не устраивает в Минских соглашениях, то есть выполнять не будем. Ну, 8 лет мы терпели, понимаете? Но людей-то жалко, там 8 лет над ними издевались. В конечном итоге и над Русской Православной Церковью издеваются до сих пор, там, над русскоязычным населением издеваются. Никто делает вид, что ничего не замечает. В конечном итоге мы приняли решение положить наконец этому конфликту, да, используя наши вооруженные силы. Что это значит? Что мы собираемся нападать на Восточную Европу, что ли? Значит, когда-то известный гитлеровский пропагандист говорил: чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Вот эта легенда о том, что Россия собирается нападать на Европу, на страны НАТО, это вот та самая невероятная ложь, в которую пытаются заставить поверить население западноевропейских стран. Ну это же мы понимаем, что это бред, понимаете? Ну, это же те, кто это говорят, ну не верят же в это сами, никогда, ну и вы сами, наверное, ну хоть один из вас верит, что Россия готовится к нападению на НАТО. Ну что это такое? Вы знаете, что страны НАТО сейчас тратят на вооружение 1 триллион 400 миллиардов долларов. Это больше, чем все страны мира вместе взятые, включая и Россию, и Китайскую Народную Республику. И население там какое в странах НАТО? Сколько там? За 300 миллионов, 340 миллионов? Да? У России, как известно, 145, под 150 сейчас. И тратим мы несопоставимые деньги, просто несопоставимые деньги на вооружение. И мы собираемся нападать на НАТО, да? Ну что это за бред? И все понимают, что это бред. И обманывают свое население для того, чтобы обеспечить выколачивание денег из бюджетов. 5%, 3,5 плюс 1,5, да? Значит, и объяснять этим провалы в экономике и в социальной сфере. Ну, конечно, ФРГ – ведущая экономика Евросоюза, да? Балансирует на грани рецессии. Зачем, кстати говоря, я до сих пор этого не могу понять, почему Федеративная Республика отказалась от использования российских энергоносителей. Через Украину мы поставляли в другие страны Европы. Украина получала транзитные деньги от нас по 400 миллионов ежегодно, а Германия почему-то отказалась получать российский газ. Почему? Нет, рационального объяснения просто не существует.
Зачем? Ну, Volkswagen погибает, Porsche погибает, стекольная промышленность погибает, значит, сфера удобрения погибает. Ну, ради чего? Куплю назло кондуктору, куплю билет и не поеду. Так что ли? Чушь какая-то. Значит, поэтому, если страны НАТО хотят еще больше увеличить свой бюджет, но это их дело. Но это не пойдет никому на пользу. Будут создавать, конечно, дополнительные риски. Ну да, будут. Ну, это не наше же решение, это решение страны. Я считаю, что это абсолютно нерационально и бессмысленно. И угроз никаких от России, конечно же, не исходит. Это просто ерунда. Доктор Геббельс говорил, еще раз повторяю, чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. И кто-то, наверное, в Европе в это верит. Лучше бы занялись бы, значит, спасением своего автопрома и повышением заработной платы. Спасибо, Владимир Владимирович. Я сейчас бы хотел обратиться к своему другу многолетнему из Турции, потому что к Турции сейчас все время приковано внимание. С одной стороны, Стамбул – это такая крупная международная площадка переговорная. С другой стороны, началось лето, и масса россиян едет в Турцию, не только россиян, на отдых. Сардар Карагёз, он представляет агентство «Анатолу», ведущее турецкое информационное агентство, председатель правления, генеральный директор. Но еще есть один момент. Он поступил, по-моему, наиболее мудро из наших здесь коллег. Он единственный, кто приехал с женой к нам сейчас на эту встречу. Поэтому, так сказать, мы его одобряем за эту инициативу. Это как бы призыв к остальным коллегам на будущую встречу. Наверное, не все приедут с женами. Сардар, тебе слово. Это или он приехал с женой, или жена его не отпустила. Мы не знаем. Честно вам скажу, у нас был разговор, это, скорее всего, она сказала, что без меня ты не поедешь. Вот он может подтвердить, такой был разговор. Но мы будем тешить себя надеждой, что ваша супруга хотела побывать в России, в Петербурге. Надеюсь, ей понравится. Она еще по-русски говорит. Замечательно. Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. Спасибо большое, господин президент. Моя жена училась в России, в университете. Действительно, очень хотела она приехать, и мы послушали замечательный концерт. Он был великолепен. Россия при любых условиях на протяжении истории всегда уделяла внимание искусству, литературе. Ну вот, с одной стороны, идет продолжение культурных и художественных мероприятий в России. С другой стороны, есть фактически война у России с Россией. Я хотел бы проговорить с вами то, как эта война может завершиться. До этого с господином Эрдоганом, президентом Турции, уже в ходе этой войны вы подписали соглашение о зерновом коридоре. Вы вместе решили вопрос спасения миллионов людей от голода. Даже в такие сложные условиях, в таких сложных условиях вы могли найти решение таких сложных проблем. На прошлой неделе господин Эрдоган выступил с призывом о проведении саммита в Турции, саммита мира. Господин Зеленский сразу согласился. Господин Трамп сказал, что если Путин поедет, то я приеду. А из Кремля мы получили сообщение о том, что пока условия для этого не созрели. В этой связи я хотел бы спросить, вы лидерам, так сказать, все-таки отводите какую-то важную роль для решения этого вопроса, и какие условия, на какие условия должны созреть для того, чтобы лидеры могли собраться вместе и положить конец этому конфликту? Спасибо большое. По поводу заявления президента Трампа я услышал по-другому. Господин Трамп сказал, что Путин не едет, потому что я не еду. А что ему там делать, когда меня там нет? И он прав. В этом смысле он абсолютно прав. Первое. Второе, он также говорил неоднократно, что если бы я был президентом, то этой войны бы не было.
Я думаю, что и здесь он прав. И сейчас скажу почему. Потому что в одном из моих последних разговоров, телефонных разговоров с господином Байденом, я ему сказал о том, что ну, сейчас в деталях не буду вдаваться, у нас, разумеется, записи разговоров есть на этот счет. Я ему говорил о том, что не нужно доводить до каких-то до конфликтов, горячих конфликтов. Нужно все решать мирным путем. И надо заставить нынешнее руководство Украины удовлетворить требования своих граждан, проживающих на Юго-Востоке. Прекратить геноцид русскоговорящего населения, прекратить там нарушать права человека, о чем постоянно говорила прежняя администрация по правам человека. Значит, кстати, я ему тогда сказал, вам кажется, что сейчас это все так просто будет решено, но может пройти какое-то время, и окажется, что лучше бы не делать того, куда вы толкаете ситуацию. Я ему сказал об этом, Байдену. И действительно, если бы Трамп был президентом, может быть, действительно бы этого конфликта бы не состоялось. Вполне допускаю. Вот. Значит, теперь, что касается встреч на высшем уровне. Вы знаете, я был участником переговоров в Минске, когда мы искали принципы мирного урегулирования. И мы говорили 17 часов подряд всю ночь. Да, мы договорились о этих принципах, но они западной стороной не исполнялись. Бывший канцлер заявил о том, что нужно было просто выиграть время для того, чтобы вооружить Украину. Но она же сказала это публично. Никто же не заставлял. То же самое подтвердил и бывший президент Франции. Они же сказали это, понимаете? То есть выяснилось, что наши западные так называемые партнеры, они и не собирались ничего выполнять. А нужно найти решение, которое бы положило не только конец сегодняшнему конфликту, но создало бы условия невозобновления подобных ситуаций на длительную историческую перспективу. Когда конфликт только начался, мы уговаривали украинскую сторону на том, чтобы они на известных минских условиях договоренности воссоединили эту часть Украины, которая от них уходила. Но они отказались от этого. В конечном итоге начался вооруженный конфликт. Ведь мы что сделали? Вы понимаете, я говорил уже и генсекретарю Гутеррешу, и публично говорил. Но можно как угодно спорить, понимаете? Можно как угодно наклеймить Россию за то, что она начала агрессию. Но вы послушайте меня. Ну, не надо быть большим, так сказать, специалистом в области публичного международного права, чтобы понять логику, которую я сейчас скажу. Часть территории одной страны приняла решение отделиться от основной части. Это юго-восток Украины, Донецк и Луганск. Они приняли решение отделиться. Они имели на это право или нет? Строго говоря, в рамках международного права и устава ООН они имели на это право. Соответствующая статья говорит о праве нации на самоопределение. По-моему, даже первая. Но вы понимаете, это право народа на самоопределение. Первое. Второе. В ходе этого процесса обязана была эта часть страны спросить разрешение у центральных властей, у Киева, или нет? Нет. Есть решение Международного суда ООН, согласно которому это был прецедент, созданный Косово. Международный суд ООН прямо записал, если какая-то часть страны приняла решение отделиться, она не обязана с этим вопросом обращаться к центральным властям. Все. Ну вот Донбасс отделился. Дальше. Мы имели право признать
их независимость. Мы 8 лет не признавали, понимаете? 8 лет мы терпели и пытались договориться. В конце концов, они объявили о независимости. Мы имели право их признать. А почему нет? Мы их признали. Но признав их, мы заключили с ними договор о взаимопомощи. Мы могли это сделать? Ну, конечно, могли. Мы это сделали. В рамках этого договора, который мы ратифицировали парламентом, мы обязаны были оказать им помощь, в том числе и военную. Они к нам обратились с этой помощью официально. И мы эту помощь оказываем. Вот скажите, где я ошибся? Хоть на каком шаге я допустил ошибку? Но вы не найдете ее просто. Ее нет. Это все одно вытекает из другого. И уж когда я говорю про косовский прецедент, я помню тогда, что происходило. Тогда и западные страны, западноевропейские страны, и США оказали достаточно серьезное давление на этот суд ООН. И он вынес это решение. При отделении какой-то части, эта часть не обязана обращаться к центральным властям за согласием. Все. Понимаете? Сами все своими руками сделали. А потом говорят, а как же вы так? А вот так. Вам можно, а здесь нельзя, что ли? Так не будет. Правила должны быть едиными. Только тогда они будут стабильными. А это гарантия безопасности для всех. Не за счет других. Вот ключевая вещь, ключевое звено. Ну так вот, значит, мы готовы встречаться. И я, кстати, сказал, я готов встречаться со всеми, в том числе и с Зеленским. Да, вопрос не в этом. Если украинское государство доверяет кому-то вести переговоры, ради бога, пускай это будет Зеленский. Вопрос не в этом. Вопрос, кто будет подписывать документ. Это же, послушайте, я ничего не придумал. Вот все, что угодно. В пропагандистском плане можно говорить все, что угодно о легитимности действующих властей. Но нам же важно при решении серьезных вопросов не пропагандистская составляющая, а юридическая. А юридическая как? По Конституции Украины президент Украины избирается на 5 лет. Способов продления полномочий не существует, даже в условиях военного положения. Там прописано, вы почитайте внимательно, в условиях военного положения пролонгируются права только парламента, Рады. Там написано, что в условиях военного положения выборы не проводятся. Это правда. Но нигде не написано, что пролонгируются права президента. Нет, все. А по конституционному устройству Украина – это не парламентская и не президентская республика, а президентско-парламентская. Что это означает? Это означает, что все органы власти, они формируются президентом, включая, там, все считают, что это демократическое общество. Ну, так может быть устроено государство. Все назначаются президентом. И все военачальники назначаются президентом, все министры назначаются президентом, и все губернаторы назначаются президентом. Там нет выборности. Но если первое лицо нелегитимное, вся система власти становится нелегитимной. Почему я это говорю? Нам все равно, кто ведет переговоры, даже если это действующий глава режима. Я даже готов встречаться. Но если это будет какой-то завершающий этап, чтобы не сидеть там и что-то делить бесконечно, так, а поставить точку. Но точку надо, подпись должна стоять легитимных властей. Иначе это, знаете, придет следующий и скажет, и выбросит это все в помойку. Ну так же нельзя, мы же серьезные вопросы решаем. Поэтому я не отказываюсь от этого, только должна быть проделана большая работа. Ну и, наконец, самое главное. Ну, может, не самое главное, но важное. Значит, вот когда, еще до начала конфликта, мы упрашивали тогда украинские власти, значит, выполнить все Минские соглашения. Они отказались.
Потом началась известная специальная военная операция. Как только она началась, это тоже не секрет, мы им сказали: слушайте, давайте выводите свои войска из Донецкой и Луганской республики, которые мы признали в качестве независимых государств. И все закончится завтра. Нет, будем воевать. Ну хорошо, вот воюем. Потом прошло еще какое-то время. Я уже тоже об этом говорил публично. Один из коллег из западных спросил: а вот вы могли бы себе представить, что вот это Херсонская область, там, это Запорожская, что вот вы же боролись за Донецк, Луганск, а это вроде ни при чем. Я говорю, ну такая логика была боевых действий. А вы могли бы представить, что вы оттуда уйдете? Я говорю, ну, мы могли бы подумать о каком-то суверенитете Украины, но при обязательном сервитуте, то есть право проезда, прохода по суше в Крым. Почему? Потому что они все время грозятся разрушить Крымский мост. Ну, это простая вещь. Он говорит, а можно я скажу об этом в Киеве? Можно. Он поехал, сказал. Его там сказали, что он агент Кремля. Ну, это одно из первых лиц одного известного государства. Ну, чушь собачья. Просто отказались. Так, ну, ладно, хорошо. Мы, отвечая на просьбы граждан, проживающих на этой территории, провели референдум, и все, это теперь неотъемлемая часть Российской Федерации. И, как я и говорил, ситуация будет ухудшаться. Вот она ухудшилась для них. Теперь речь идет не о Донецке и Луганске, а еще о двух субъектах теперь Российской Федерации. И Крым, конечно. Ну, да, давайте обсуждать это. Кстати говоря, когда мы вели переговоры в Стамбуле, спасибо большое президенту Эрдогану, в 2022 году. Но это кажется странным, но мы же с ними обо всем договорились, вы понимаете? Вот проект соглашения, который был подготовлен, там были и вопросы денацификации затронуты, так и вопросы территории. Мы нашли такие формулировки, которые в целом устраивали и нас, и Украину. Нет, потом пришли те, кто хотят увеличивать сейчас расходы на оборону в Европе и за океаном. Сказали, не надо, надо побеждать Россию на поле боя. И все, о чем мы договорились, выбросили в помойку, и все, и начали добиваться этой замечательной цели. А теперь ситуация поменялась, теперь говорят, нет, давайте договариваться. Давайте вскроем эти пакеты и будем вести переговоры. Ну, не сидеть же там днем и ночью на протяжении целого года. Поэтому мы готовы эти переговоры продолжать. Сейчас на гуманитарном треке в целом ситуация, она такова, что эти переговоры имеют смысл. Но мы уже там на 1200 договорились обменять пленных. Это что, людей возвращаем, это же хорошо. Мы уже 500 человек отдали, 400 получили назад. Ну, думаю, что здесь все будет по-честному. Мы получим всех, кого мы должны получить. Мы, к сожалению, вот печально, грустно и тяжело об этом говорить. Мы отдали 6 тысяч тел, больше, чем 6 тысяч. Взамен получили, по-моему, 70. Да, нет, 57, по-моему. А отдали уже 6 тысяч тел погибших, военнослужащих Украины. 60, по-моему. Так, готовы еще около 3000 отдать сейчас. Ну, вот. Но это, повторяю, печальные, трагические цифры. Но тем не менее, это какая-то вещь гуманитарного характера, значит, и все-таки положительный результат переговоров в Стамбуле. Спасибо вам большое за предоставленную площадку. И президенту Эрдогану спасибо. Но мы готовы и субстантивно вести переговоры по принципам урегулирования. Но только чтобы украинская сторона, она тоже была к этому готова. И ее западные спонсоры и так называемые союзники не подталкивали к борьбе до последнего украинца, а указывали на реалии сегодняшнего дня.
и подталкивали к договоренностям, а не к продолжению боевых действий. Вот и все. Ну, мы сейчас, мы ВКонтакте, наша переговорная группа ВКонтакте друг с другом, я сейчас только у Мединского спрашивал, он говорит, сегодня, по-моему, только разговаривал со своим контрпартнером из Киева. Они, в принципе, договариваются о том, чтобы встречаться после 22 июня. Но должен сказать сразу, что и господин Фидан, ну, я уж не говорю про президента Эрдогана, очень много делают для того, чтобы добиться этого урегулирования. Впрочем, так же, как и должен сказать прямо господин Трамп, президент США, он тоже, на мой взгляд, искренне стремится к урегулированию. Мы, безусловно, будем опираться на позицию наших друзей из Китая, из Индии, из других стран БРИКС. Мы постоянно в контакте с ними по этому вопросу. Они тоже очень озабочены этим. Я, когда встречаюсь с лидерами этих государств, они почти все наши разговоры с этого начинают, и им рассказываю про это. И мы им благодарны за то, что они думают над этим и ищут вариант разрешения этого конфликта. Поверьте, мы тоже хотим его завершить и как можно быстрее. И лучшим мирным путем, если мы смогли бы договориться. Ну, собственно, все. Спасибо, Владимир Владимирович. Ирину Борисовну Акулович вы хорошо знаете. Она возглавляет без исключения наше братское агентство белорусское. Тем более, конечно, я понимаю, ей непросто, потому что когда глава государства такой требовательный и строгий, уважаемый человек, как Александр Григорьевич Лукашенко, работать во главе информационного государственного агентства непросто. Но она справляется, у нее прекрасное агентство, мы очень тесно дружим. Вот хочу предоставить ей слово. Пожалуйста, Веточка. Благодарю за такую оценку. Владимир Владимирович, в самом начале своего выступления вы сказали, что вы против войн и ограничений. И эта позиция против войн и ограничений. Да? Экономика. Мы говорим об экономике, торговых войн и ограничений. И эта позиция ваша хорошо известна, и такой же позиции придерживается и белорусский лидер. Тем не менее, мы имеем то, что имеем. Западные санкции в отношении России и Беларуси, которые, в принципе, привели к тому, что пришлось пересмотреть очень многие экономические связи. Но благодаря этому возникли очень интересные, сильные проекты, перспективные проекты у России и Беларуси. Но есть ли у союзного государства, у России и Беларуси план «Б» в случае, если давление санкционное будет усиливаться? А скорее всего так и будет. И в рамках ЕАЭС, вот в Минске буквально через 10 дней состоится Евразийский экономический форум. Хочется узнать ваше мнение о этой организации. Есть ли шансы на то, чтобы она расширялась? Еще раз, какой организации? Евразийский экономический ЕАЭС. Будет Евразийский экономический форум в Минске через 10 дней. Значит, смотрите, по поводу плана «Б», да? Первый – это план «А». И там прописано, что и как мы должны делать для того, чтобы развивать наши отношения и наши экономики. Потом план «Б». Если что-то не получается, смотри план «А». У нас все получится. Даже нет никаких сомнений, потому что уровень товарооборота между Россией и Беларусью достиг 50 миллиардов долларов. Ну, понимаете, это серьезные цифры. Значит, и рост продолжается. Он продолжается в том числе за счет кооперации. Мы ищем возможности развития наших отношений в разных сферах, где раньше, может быть, и не сотрудничали. Или какое-то сотрудничество было еще со времен Советского Союза, ну, в микроэлектронике, допустим. Ну вот Лукашенко многие там ругали, подсмеивались над ним за то, что он сохраняет какую-то советскую плановую систему и так далее. Ну, во-первых, этого нет. А во-вторых, все-таки Александр Григорьевич сохранил некоторые отрасли, которые вот сейчас, особенно в условиях жестких санкций, оказались как никогда востребованы, в том числе предприятия в области микроэлектроники. Да, конечно, там нужно выходить на другие цифры, там многое нужно сделать, и все это в других странах делалось десятилетиями, но у нас есть возможность сделать хороший шаг, такой быстрый, мощный, большой шаг совместно. Значит, у нас есть возможность сотрудничества в авиастроении. Да, там где-то, может быть, небольшие скромные самолеты
Беларусь может делать одна сама, ну, при нашей кооперации, а где-то участвовать в более глубокой кооперации по производству летательных аппаратов, которые, финальная сборка, которая будет происходить в России. У нас, ну, в области сельхозтехники, я уж не говорю, здесь все хорошо известно, и взаимная кооперация там, того, что собирается на территории России, достигает, я уже не помню сколько процентов, но далеко за 50. Вот. Я сейчас даже не буду перечислять всю другую. У нас очень много направлений взаимодействия. И здесь вот кто-то из коллег говорил по поводу... нет, здесь не было, на дискуссиях я видел, там по логистике. Вот, Беларусь, как известно, один из крупнейших мировых поставщиков удобрений. Да? Ну, практически весь объем идет сейчас на экспорт через Российскую Федерацию, через российские порты. Вот. Я не вижу... У нас есть вопросы, по которым мы спорим. Причем эти споры идут нон-стоп, на постоянной основе. Просто реально нон-стоп. Вот. Я просто сейчас не буду вдаваться в детали, но в конечном итоге мы все находим решение всегда. Потому что мы стремимся к поиску искренне. Поэтому находим. Мы уверены, так будет и дальше. Что касается Евразес, то да, это наиболее глубоко интегрированное объединение на территории бывшего Советского Союза. И причем интегрировано именно не на словах, а на деле. Когда-то это Казахстан выступил инициатором создания Евразес, за что мы благодарны нашим друзьям. И эта структура развивается. Да, там не все просто. Да, мы, может быть, не готовы еще к созданию там окончательно единых рынков там, в некоторых сферах энергетики, но мы к этому идем. Мы все равно к этому и придем к этому. Вот здесь нет никаких сомнений. Вопрос во времени, там, вопрос в темпах и так далее. Ну, вы знаете наверняка про наши постоянные дискуссии в области поставок энергоносителей. Да. Мы находим же здесь развязки. Мы иногда находим, кажется, такие весьма оригинальные решения. Я сейчас не хочу даже вдаваться в детали, чтобы публично об этом не говорить. Но мы же находим их. Вот. Уверенно, дальше будем находить. У меня и в области сотрудничества в рамках Евразес очень такие оптимистические настроения, ну и в области двухстороннего взаимодействия, в том числе в области строительства союзного государства. Нами здесь очень много сделано за последние годы. Мы, сейчас уже не помню там в процентном отношении, но мы достигли очень больших процентов, если уж на проценты переводить. И мы фактически выполнили почти весь наш план. Знаете, мы очень важные вещи сделали в области таможни и таможенной статистики. И налоговой статистики. Налоги и таможни. Это вещи фундаментального характера для создания условий дальнейшего сотрудничества в области экономики. Спасибо, Владимир Владимирович. Я хочу вам представить еще одного вашего знакомого по прошлогодней встрече. Это главного редактора информации по Европе агентства «Франс Пресс». Карима Тальби, он мэтр революционной журналистики, он пользуется непререкаемым авторитетом в агентстве «Франс Пресс», к тому, что он владеет русским языком. Я обратил внимание, что практически без наушника слушал все ваши ответы. Карим, прошу. Кнопку нажми, пожалуйста. Извините. Если завтра Израиль с помощью США или без помощи США просто убивает Хаменей, какая будет ваша реакция и реакция России и ваши первые действия? Это первая часть вопроса. Господин Тальби, если позволите, я надеюсь, что это будет самым правильным ответом на ваш вопрос. Я даже обсуждать такой возможности не желаю. Не хочу. Ну, они уже самые одновременно, откровенно это обсуждают. Господин Трамп, господин Нетаньяху. Я все это слышу, но я даже обсуждать этого не хочу.
Вторая часть моего вопроса тоже касается Ирана. Вы существует договор о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Он не предусматривает защиту Ирана со стороны России, но все-таки есть вопрос оружия. Учитывая сейчас ситуации и остроту ситуации, готовы ли вы предоставить новые виды оружия Ирана, чтобы они могли защищать от ударов Израиля? Вы знаете, мы когда-то предлагали нашим иранским друзьям поработать в области системы ПВО. Ну, так большого интереса тогда партнеры не проявили, ну и все. Что касается договора, о котором сказали, о стратегическом партнерстве, там нет статей, связанных с оборонной сферой. Это второе. А третье, наши иранские друзья об этом и не просят. Так что практически нечего обсуждать. Вы не позвольте просто какое-то уточнение. Да, пожалуйста. Вы все-таки представили, если я не ошибаюсь, С-300 и модифицированный С-200, так что все-таки по отношению к ПВО, то Россия играла роль в защите вы знаете, Ирана. это не то совсем. Потому что наше предложение заключается в другом: создавать систему. Не отдельные поставки, а систему. Мы этим в конечном итоге мы когда-то обсуждали, но иранская сторона интереса к этому особо не проявила, и все это заглохло. А что касается отдельных поставок, да, конечно, мы эти поставки осуществляли в свое время. Это никак не связано с сегодняшним кризисом. Это было такое, что называется, регулярное сотрудничество в области военно-технической сфере. Причем в рамках международных норм ни Иран ничего не просил от нас того, что нарушало бы известные нормы, под которыми стоит подпись Российской Федерации. Ни мы ничего не делали. Мы всегда оставались в рамках нормативной, международной нормативной базы. Что-то еще? Или сказать, что только один вопрос, поэтому... Давай в следующем круге. Владимир Владимирович, я хочу вам представить, хотя вы тоже знаете его, Абдулсаида Кучимова, это генеральный директор Узбекского инвестиционного агентства УЗА, но он, кроме того, что выдающий журналист, многие годы возглавляет агентство, он еще автор почти 20 поэтических книг. Я вообще подозреваю, что он хотел не сколько вопрос задать, сколько вам стихи почитать. Но я сказал, давай стихи в следующий раз, а сегодня вопрос задай. Вот он так решили, так что, Саид, тебе слово. На узбекском стихи? Да, на узбекском, он прекрасно пишет стихи. Уважаемый Владимир Владимирович, вы знаете, что в нашем обществе очень высокий интерес ко всему, что происходит в России вокруг нее. Это связано в первую очередь с нашими историческими, традиционно дружественными связями, близостью менталитета наших людей. Во-вторых, наше общество высоко оценивает и поддерживает ту титаническую работу, который вы вместе с нашим президентом, уважаемым Шавкатом Рамоновичем Мирзиёевым, делаете укрепление сотрудничества. Сегодня отношения между Узбекистаном и Россией достигли беспрецедентно высокого уровня. Конечно, есть некоторые моменты и шероховатости, в частности в миграционной сфере, но мы чувствуем, что ведется работа по их решению. В этой связи у меня есть и вопрос, и предложение, если позволите. Я думаю, что гарантом долгосрочного развития наших отношений является то, как наша молодежь будет взаимодействовать и принимать друг друга. Сегодня делается очень многое в этом направлении. Наши молодежные организации активно взаимодействуют, участвуют и в разных мероприятиях. Но мне кажется, что есть острая потребность в принятии масштабной долгосрочной программы молодежного обмена с конкретными проектами и направлениями. Она способствовала бы сближению молодежи, укреплению позитивного и дружественного восприятия друг друга на долгие годы вперед, основанного на традиционных ценностях общества истории. И, конечно, помогла бы снять с повестки тех шероховатостей, о которых я говорил. Хотел бы узнать ваше мнение, уважаемый Владимир Владимирович, по данному вопросу. Спасибо. Да, во-первых, я хотел бы подтвердить
то, что отношения между нашими странами развиваются очень успешно, поступательно. Вот я когда отвечал на вопрос вашего коллеги из Казахстана, у нас там много и трехсторонних могут возникнуть проектов. Но такие вот серьезные проекты могут возникнуть в области, кстати, атомной энергетики, как в Узбекистане, так и в Казахстане. Мы над этим так серьезно работаем и находимся на хорошей стадии развития этих проектов. Вот, кстати говоря, в начале беседы, когда мы говорили про Индонезию, я сказал о том, что мир очень быстро развивается, и вот почти 300 миллионов человек уже в Индонезии, да, 290. Вот. Кстати говоря, да, и мир меняется очень быстро. Вот смотрите, в Узбекистане где-то лет 30 назад было сколько там, миллионов 15, наверное, да, 18. Сейчас в Узбекистане, значит, 38 миллионов человек, да, 38. И каждый год плюс 1 миллион. Каждый год плюс миллион. Вы понимаете, как быстро все меняется. Да. И, конечно, мы понимаем, что есть много вопросов социального характера и на рынке труда. Мы все это понимаем. И мы договорились с Шахат Мирамоновичем, что мы вот эти миграционные вопросы будем решать вместе. Почему? Потому что рынок труда у нас известно, в каком состоянии сегодня находится. У вас давление происходит определенно. Но мы вместе договорились, что делать. Готовить тех людей, которые хотели бы работать в России. Заранее. Это касается изучения русского языка, это касается просто изучения русской культуры там и так далее. Там целый план такой хороший. Мы, надеюсь, все это мы будем организовывать. В этой связи и само по себе очень важно и ценно это работа с молодыми людьми. Здесь я полностью с вами согласен. Но, насколько я знаю, вот, помощница Шафата Мирамоновича, Саида Шафат, она была недавно в Москве и встречалась и в правительстве со многими моими коллегами в администрации президента. И вот она как раз уделяет по поручению президента очень много внимания развитию контактов между молодыми людьми и развитию, так сказать, вот этого молодежного направления. Здесь есть конкретные предложения, мы, безусловно, будем над этим все вместе работать. Оно является одним из важнейших, это точно совершенно. Я с вами согласен. Спасибо, Владимир Владимирович. Я сейчас хочу предоставить слово уже тоже второй раз приехавшему на нашу встречу. Это главный редактор службы новостей агентства Associated Press. Кстати, я хочу сказать, что, несмотря на все разные периоды в отношениях между Россией и Соединенными Штатами, вот у нашего агентства ТАСС, агентства Associated Press, постоянное сотрудничество в самых разных формах. И вот коллеги Associated Press принимали участие практически во всех встречах ваших, вот этих всех 9. Так что, Джеймс Джордан, you're welcome, please. Спасибо большое, господин Гусман, за представление. Благодарю вас, господин президент, за возможность задать эти вопросы напрямую вам. Я высоко это ценю. Что касается противостояния между Ираном и Израилем, 13 июня Министерство иностранных дел Россия осудила израильские удары по Ирану. Было сказано, что они не спровоцированы. Это военные удары против суверенного члена ООН, против его граждан, мирных городов и критической инфраструктуры. Это абсолютно неприемлемо, было сказано Министерством иностранных дел. Простой вопрос. Каким образом это сообразуется с продолжающейся российской агрессией на Украине? Вчера 28 гражданских лиц в Киеве были убиты. Наши журналисты видели, как российская ракета уничтожила целый городской квартал. Каким образом можно примирить две эти позиции? И в развитии, есть ли у вас какие-то планы по встрече с президентом Трампом или, может быть, планы по проведению телефонного разговора с ним? Спасибо.
Значит, что касается наших действий на Украине, я сейчас об этом достаточно подробно рассказал вашему коллеге из Турции, отвечая на его вопрос. Поэтому, мне кажется, повторяться было бы бессмысленно. Мы считаем, что мы не начинали военных действий на Украине, а пытаемся их закончить. Украинское руководство сегодняшнее, оно начало войну, начало войну на своей собственной территории, использовав после госпереворота, произошедшего в Киеве, использовав против мирного населения Юго-Востока, тогда Юго-Востока Украины, против Донбасса, против Луганска и Донецка, вооруженные силы, включая тяжелую технику и авиацию. Они наносили удары прямо по жилым кварталам. Об этом почему-то никто сегодня не хочет вспоминать. Но именно эта политика привела к сегодняшнему вооруженному конфликту между Россией и Украиной. Первое. Второе. Если бы ваши журналисты видели бы, как были уничтожены нашими ракетами целые жилые кварталы, они вряд ли могли бы вам об этом что-то сказать. Они не остались бы в живых. Если они что-то и видели, то видели со стороны, и удар был не по жилым кварталам, а по объектам оборонно-промышленного комплекса, по заводам, которые производят военную технику. Мы этим и занимаемся. А здесь мы не делаем никакого секрета. Одна из целей специальной военной операции – это демилитаризация Украины. То есть лишение ее возможности иметь угрожающие нам вооруженные силы. А для этого мы должны с ними или договориться, а мы в ходе стамбульских договоренностей в 2020 году договорились об этом. Мы договорились и по размерам вооруженных сил, которые, которые могут быть у Украины. Мы договорились о вооружениях, о численности армии. Мы обо всем договорились. Но потом, благодаря усилиям западных союзников Украины, они выбросили эти договоренности в помойку, как я говорил, и решили воевать с нами до последнего украинца и до полной стратегической победы. Этого не получается, и поэтому мы вместо мирных договоренностей на этот счет вынуждены с помощью вооруженных сил добиваться решения этой задачи, а именно демилитаризации. Мы не допустим, чтобы на Украине были вооруженные силы, которые угрожают в перспективе Российской Федерации и ее народу. Вот эти удары и видели ваши журналисты. И, безусловно, если мы не договоримся мирным путем, мы будем добиваться поставленных целей военным. Поэтому ничего здесь необычного нет. Я надеюсь, что я в этой части ответил на ваш вопрос. Что касается заявления МИДа, то оно тоже понятно, по-моему, и очень прозрачно, и со ссылкой на международное право. Что касается наших действий на Украине и согласования с международным правом, я сейчас логику нашу рассказал. Вот только что. От шага одного к шагу другому. Мы считаем, что это полностью соответствует уставу ООН. Вот. Что касается оценок МИДа, ну, это уже вам, нашего МИДа, ну, вы уже сами посмотрите, что там, как на ваш взгляд, является объективным, а что надуманным. Я ничего там надуманного не заметил. Если вот в этой части, надеюсь, я удовлетворил вас и ответил на ваш вопрос. А по поводу возможных встреч с господином Трампом, ну, она была бы, безусловно, в высшей степени полезной. Ну, я согласен с президентом Соединенных Штатов. Она, конечно, должна быть подготовлена и закончиться какими-то позитивными результатами. Трек хороший выбран. Мы несколько раз говорили с президентом Трампом по телефону. Мы с большим уважением относимся к его намерению восстановить отношения с Россией по очень многим направлениям в сфере безопасности, в сфере экономической деятельности. У нас, смотрите, в 10 раз сократился наш импорт в США. И в 4 с лишним раза сократился импорт из США в Россию. Правда,
Он и был-то небольшой, был-то 27 миллиардов, а сейчас вообще скатился туда куда-то, какие-то несколько долларов. Но правда, за прошлый год объем товарооборота Соединенных Штатов вырос. Со многими европейскими странами он падает, а с Соединенными Штатами вырос. Поэтому, знаете, у меня надежда на то, что господин Трамп не только политик, не только человек, которому американский народ доверил судьбу своей страны, он еще и бизнесмен, и в этом я вижу большой плюс в том, что он все считает. И считает он, поскольку он стал богатым человеком, видимо, считает он хорошо. Значит, вот он считает, к чему приведут те или другие шаги в отношении России. Сколько это будет стоить налогоплательщикам, сколько это будет стоить экономике США. Получит она от тех или других шагов какой-то плюс или, наоборот, упадет в минус. И мы видим сейчас интерес американского бизнеса к выстраиванию отношений с Россией. Есть уже контакты между крупными нашими компаниями, которые хотят вернуться на наш рынок и вместе работать. Это, в общем, и в целом вселяет такой определенный сдержанный оптимизм. И рассчитываю на то, что и президент Соединенных Штатов, и его ближайшее окружение это увидят, услышат, значит, вместе с представителями бизнеса будут приниматься решения, направленные на восстановление российско-американских отношений. А так, у нас есть контакты и с господином Рубио, с госсекретарем, и с вице-президентом господином Венсом. В общем и целом, постепенно отношения, во всяком случае, создаются условия для восстановления отношений. Но мы надеемся, что этот тренд будет сохранен. Мы к этому готовы. Спасибо, Владимир Владимирович. Я сейчас хочу предоставить слово председателю управления Азербайджанского государственного агентства Назартач Угар Алиева. Должен сказать, что поскольку я сам по рождению бакинец, я просил Угара завершать этот круг, чтобы меня не упрекнули, что я лоббирую земляка. Поэтому он будет завершать этот круг вопросов. Угар, пожалуйста. В Азербайджане модно иметь такую фамилию Алиев, да? Спасибо. Здравствуйте, господин президент. Я, в свою очередь, тоже хотел поблагодарить за то, что за эту встречу. Мой вопрос связан с проблемой обмеления Каспийского моря. Находясь в Баку, вы этот вопрос обсудили с господином президентом Ильхамом Алиевым, после чего вы поручили соответствующим органам России. Предварительные исследования показывают, что резкое снижение уровня воды продолжается. Необходимо учесть, чем более 80% воды в Каспийском море формируется за счет притока из реки Волга. Но в то же время приток воды из Волги также резко снижается. Какие меры принимает российская сторона в этом направлении? Вы знаете, этот вопрос был поднят президентом Азербайджана Ильхам Гейдаровичем, и я сразу же откликнулся, потому что как-то мимо меня это проходило, хотя проблема носит, безусловно, очень большой, если не сказать, глобальный характер. Мы знаем трагические примеры с Аральским морем там, и так далее, и здесь нужно вовремя принимать согласованные действия. Необходимые поручения правительству даны, и я знаю, что правительство Российской Федерации вместе с правительством Азербайджана в этом отношении работают и ищут варианты. Здесь главное нам действовать без всяких рывков, но настойчиво, на постоянной основе. И уверен, мы, не знаю, насколько это возможно, противостоять стихии, да, почему там, кроме результатов деятельности человека в дельте Волги, там существуют и другие какие-то причины, может быть, глобального характера. И, насколько я знаю, в истории все время происходит это. То Каспий чуть поднимается, чуть опускается водная гладь и уровень. Вот. Нам надо искать эти причины и сделать все, что от нас зависит, для того, чтобы не допустить каких-то необратимых процессов. Мы работаем вместе с коллегами. Я сейчас не готов назвать конкретные меры, которые предлагаются, но знаю, что вместе работаем. Ну, а в целом у нас, если уж говорить про Азербайджан, у нас за прошлый год товарооборот увеличился на 7%. Мне кажется, это неплохой показатель. У нас хорошие проекты, вот Север-Юг,
несколько других хороших направлений и в логистике, и, кстати, в сфере значит, производства, в том числе в сфере судостроения. Мы готовы загружать Бакинский завод нашими заказами. Там есть над чем работать, и они все носят такое хорошее наполнение имеют. Надеюсь, что все будем реализовывать. Владимир Ильич, большое спасибо. Ну, вы знаете, меня коллеги моего агентства не поймут, если я от агентства ТАСС не задам вопрос. Но, честно говоря, это даже, вот, знаете, даже не вопрос, это скорее крик души. Это вот наша боль, я скажу, в чем она состоит. Вы знаете, вот если не брать военные профессии, выясняется, что профессия журналиста за последние годы чуть не стала самой опасной. Наших коллег в горячих точках убивают по всему миру. Вот мы потеряли, россияне, российские журналисты, потеряли целый ряд коллег наших, и это наша боль, наша скорбь, коллеги из ВКТРК, коллеги из «Известий». Но, собственно говоря, это касается журналистов всего мира, и это действительно общая боль. Вот что, на ваш взгляд, должны сделать, допустим, международные организации, Организация Объединенных Наций, ЮНЕСКО. Понимаете, вы знаете, в свое время, помните, была такая фраза: «Не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет». Нельзя стрелять в журналистов. Это честные люди, которые без оружия выполняют свой профессиональный долг и выполняют его с честью. Вот какие должны быть усилия предприняты, чтобы журналистов не убивали? Ведь только за прошедший год на 10% выросло количество журналистов. А в этом году еще полгода прошло, и уже эта цифра еще больше, чем в прошлом году. Вопрос, на который я вряд ли смогу дать полноценный ответ, но это зависит от уровня противоборствующих сторон, как ни странно, от уровня их общей культуры, от уровня отношения к вопросам гуманитарного характера. Но, к сожалению, когда идут боевые действия, наверное, потери среди журналистов неизбежны. Вопрос, конечно, даже не в этом, а вопрос в том, что когда это делается целенаправленно, когда люди страдают, в том числе из вашего цеха, по стечению обстоятельств, это одно. Тоже трагедия огромная, если человек получает или увечья, ранения, или уходит из жизни. Но вот если это делается целенаправленно, вот это, безусловно, преступление. И здесь без всяких сомнений нужно, может быть, нам все вместе подумать на тему о том, как международное сообщество должно на это реагировать. Ведь что сейчас происходит на самом деле? Если погибает журналист из-за одной противоборствующей стороны, то союзники этой противоборствующей стороны делают вид, что ничего не происходит. А если противоположная сторона шум поднимает, его стараются не услышать на одной стороне. А потом то же самое происходит в обратную сторону. И, кстати говоря, журналистская солидарность тоже далеко не всегда работает. Конечно, нужно принимать какие-то решения на уровне международных инстанций, на уровне той же Организации Объединенных Наций. Там, надо подумать. Но вопрос не праздный. И я хочу выразить соболезнования всем семьям, вне зависимости от того, на какой стороне и кто осуществлял исполнение своего профессионального долга. Всем семьям хочу выразить слова сожаления и соболезнования. Очень большое спасибо за эти слова поддержки. И для нас всех это очень важно. Я должен сказать, что мы с вами работаем уже 2 дня. Начали вчера, уже перешли сегодня. Честно говоря, наши коллеги, я смотрю, только разогрелись. Но это зависит от ваших сил. И, если еще есть у вас возможность... Пожалуйста, давайте. Да? Не будем Тогда, коллеги, мы не будем делать такой круг. У кого вот наболело на душе, поднимите руку, и мы попросим президента ответить. Но недолго, пожалуйста, короткий вопрос. Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. Bugün Спасибо bizimle большое, господин президент. başkanı da olacaktı. Должен был с нами участвовать представитель, руководитель иранского информационного агентства, но из-за войны он не смог приехать. Но вы знаете, да, что там
применительно к предыдущему вопросу, как раз был прямой удар, специально намеренный удар по зданию гостелерадиокомпании в Иране, в Тегеране, и огромное количество журналистов погибло в Газе от ударов Израиля. Вот есть ли какие-то... Я думаю, что иранцы вы задали такой вопрос. Будет ли Путин, будет ли Россия поддерживать Иран? Я думаю, что и от их имени я вот такой вопрос хотел бы задать. Послушайте, здесь только что коллега ваш говорил о заявлении МИДа Российской Федерации по поводу событий между Израилем и Ираном. Там все изложено на нашей позиции. Мне добавить нечего. Вот и все. И мы в контакте с нашими иранскими партнерами на постоянной основе. Ну, и сегодня были эти контакты. Я думаю, что и завтра, послезавтра будет. Ну, мы продолжаем наши отношения. Это первое. А второе, я уже об этом сказал. Наши специалисты работают в Бушере. 250 человек. И еще командированные. Общая численность может достигать 600. И мы не уходим. Разве это не поддержка? Ну, за другой поддержкой к нам Иран и не обращался. Ну, а оценки, повторяю, нами даны. Так, пожалуйста, что еще? Вот Мартин был один из первых, он хочет еще один вопрос. Да, пожалуйста. Господин президент, хотел бы еще бы вернуться к своему первому вопросу, потому что речь идет о том, что обсуждается в немецком обществе очень активно. Олаф Шольц вел дебат относительно поставки ракет «Таурус», когда он был канцлером, а сейчас канцлер Мерц пока еще публично не сказал, что случится, если Германия будет поставлять «Таурус». Как бы на это отреагировала Российская Федерация? Ну, я же уже говорил об этом. Просто, наверное, недостаточно ясно артикулировал. И прошу прощения за то, что я неясно выразился. Вообще, ну, мы же знаем предысторию наших отношений. Мы знаем, что происходило в 40-е годы. Мы знаем, что происходило во времена Второй мировой войны. И мы знаем, сколько усилий было потрачено с обеих сторон, и со стороны Советского Союза, и Российской Федерации, и Германии, для того, чтобы залечить раны прошлого. И нам во многом удалось это сделать. Это касается и Восточной Германии, Германской Демократической Республики, но это касается и Западной Германии, Федеративной Республики. Достаточно вспомнить, что сделал Вилли Брандт и его товарищи по партии. Ну и Коль много сделал. Советский Союз выступал против раздела Германии. Это не была инициатива Советского Союза, раздел Германии после Второй мировой войны. Мы были против. И во всяком случае ни у кого не вызывает сомнений, что в 90-м году именно Россия, Советский Союз и Россия сыграли решающую роль в объединении Германии и крушении стены. Надеюсь, это в Германии никто не забыл. Я хочу подчеркнуть, у нас председатель парламента России написал это в своем письме своей коллеге Федеративную Республику. Во всю новейшую историю Россия не сделала ни одного шага. Я хочу подчеркнуть, ни одного шага, который противоречил бы интересам немецкого народа и Федеративной Республики Германии. Но сейчас ситуация поменялась. Я сейчас не хочу давать оценки позиции Федеративной Республики, которая она занимает в результате тех оценок, которые даются во многих западных странах в связи с событиями на Украине. Ну ладно, это вопрос политических оценок. А вот когда мы видим немецкие танки на
на Украине, да? Даже не на Украине, а в этом самом, скажем, в Курске там немецкая техника была. На российской земле. Даже на той части, которую Германия не подвергает сомнению, как российская, считает ее российской. Это, конечно, другая история. А что такое Таурусы? Это высокоточное оружие, которым украинские военнослужащие управлять не могут. Они не в состоянии этого делать. Ну, это очевидная вещь, все это знают. Невозможно применять Таурусы без космической разведки. Это могут сделать только западные страны. Невозможно применять Таурусы без немецких офицеров. Только немецкие офицеры смогут управлять Таурусами. Что это значит? Что военнослужащие Бундесвера будут наносить удары по российской территории немецким оружием? А что же это такое, как не втягивание Федеративной Республики в прямой вооруженный конфликт с Российской Федерацией? Это по-другому назвать невозможно. Ну, это не наш выбор, мы не хотим такого развития событий. Но если руководство Федеративной Республики делает такой выбор, ну, ладно, хорошо, мы будем исходить из этого. Я сейчас не буду вдаваться в детали, но это, конечно, нанесет очень серьезный ущерб нашим отношениям. Это, я говорю, очень мягко. Но никакого влияния на ход боевых действий это не окажет. Потому что российские вооруженные силы имеют стратегическое преимущество на всех направлениях. На всех. Вот, что бы там кто ни говорил, но наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Каждый день. Больше, меньше. Но все идут каждый день. И дальнейшее движение вперед, даже если будут применяться Таурусы, неизбежно. То есть мы отношения с Федеративной, то есть вы отношения с Россией разрушите, а результата никакого на поле боя не будет. Ну, это в конечном итоге решение немецкого руководства, если оно на это имеет мандат немецкого народа. А так, вы же знаете, что там происходит, поэтому, ну, я имею в виду, на линии боевого соприкосновения. Ну, надеюсь, что, знаете, может, в силу политических соображений вы не можете там все объективно рассказывать, но всем же известно. Надеюсь, что и ваши сотрудники, которые там работают, тоже все видят. Вы понимаете, украинские вооруженные силы укомплектованы в основных звеньях на 47%, а штурмовые подразделения и того меньше. Ну и что дальше? Что дальше? Дело даже не в том, что поставляют в западные страны оружие или нет. Это важно, конечно. Но если укомплектование меньше 50%, значит, вооруженные силы считаются, соответствующие подразделения, считаются недееспособными просто, не боеспособными. Там же происходит массовая и принудительная мобилизация. Знаете, наверное, потому что, я понимаю, что по политическим соображениям вы вынуждены помалкивать, но сами, надеюсь, знаете. Вот. Но даже при этой, вот они договорились там, не договорились, а приняли решение 18-летних мальчишек забирать. Планировали набрать 1500. По-моему, набрали всего 1000, а потом 500 человек разбежалось просто. И нарастает количество дезертиров. Просто растет очень сильно. Потери превышают уровень мобилизации. Ну и все. Дальше-то что? Поэтому мы и говорим, давайте, мы согласны, давайте садиться и договариваться. Как бы
Мы же предлагали условия договоренности в Стамбуле в 2022 году. Они были гораздо более мягкими, чем сейчас. Сейчас ситуация поменялась. Они вот сейчас такие, которые есть. Но по этим же принципам стамбульским мы готовы и дальше решать. Не будут договариваться. Ситуация, может быть, еще изменится в худшую для них сторону. Не надо тянуть. Надо садиться и договариваться. Ну, вы понимаете, я вот ничего не придумал. Поверьте мне, это абсолютно объективная информация. Ну, сейчас укомплектованность подразделения 47%. Ну, здрасте. Будут Таурусы или не будут, бессмысленно, абсолютно. Ну и подумайте, надо вставлять это Таурусы для того, чтобы окончательно похоронить российско-немецкие отношения. Саймон. Спасибо большое, господин президент, за то, что согласились ответить на второй вопрос. Ранее вы сказали, что Европа и другие страны допустили ошибки в отношении России. В конце этого года вы будете занимать пост президента или премьер-министра уже на протяжении более 25 лет. Когда вы оглядываетесь назад, думаете, как вы считаете, вы совершили какие-то ошибки? Кто из вас без греха, тут пусть первым бросит в меня камень. Давайте на этом закончим. Хорошо. Спасибо. Спасибо большое.